Дорогие друзья, я хочу прежде всего сказать вам спасибо большое, потому что вы очень быстро откликнулись на мою просьбу, стали набирать тексты моих ритуалов, даже подробное объяснение, что, почему, как, каким образом делается. И это очень приятно. Спасибо. Это титанический труд, и это на самом деле не каждый практик удостаивается такой чести, такого внимания и понимания со стороны людей. Я действительно это ценю и понимаю. Вот смотрите, даже в группе нашей ВКонтакте «Алтари» это только одна группа, их множество, их очень много всего. Смотрите, как красиво расположили, как красиво все сделали. Это большое уважение, понимаете, в каждой работе виден. Вот. Уже лучше меня создают. Смотрите, ну такой шедевр даже я бы не додумалась сделать. Красота на самом деле, очень красиво. Всем девочкам большое спасибо. Не буду отделять кого-то, но на самом деле очень благодарна, действительно благодарна. Спасибо всем большое. Я думаю, что вот как я и говорю, что чем больше ты даешь людям, тем больше отдачи, любви, понимания ты получаешь. И от этого ты не обеднеешь, что ты даришь, понимаете? Вот, пожалуйста, обратное уважение, та же любовь, тоже понимание и благодарность, что, собственно говоря, ожидалось, но в таком размере оно намного приятнее. Спасибо большое, девочки, мальчики, кто у меня там помогал. Следующее. Поскольку просили выложить как можно быстрее, сегодня уже не знаю, сколько человек мне написали, я решила снять все-таки с телефона. Конечно, качество не то, но в любом случае загружается быстрее, раз уж вы просили. Видимо, кому-то стало плохо после сажания дубов. Вот. И я решила вот выложить таким образом. Заодно еще раз хочу напомнить про дубы, поскольку тут великие дискуссии шли. На самом деле ничего весомого, умного не написали. Ну, то есть ничем не опровергли. Мы же уже привыкли, что фактов-то у людей нету, кроме глупостей, которые там несут. Поэтому я хочу зачитать вам Демир Тобоев. Вот он умный человек, вы уже давно знаете, он наш на форуме нашем пишет часто, человек участвует, да, участник нашего форума. И вот он выложил как раз самый такой, знаете, беспринципный, самый правильный, который можно найти в интернете. Хотя я просто, как вам сказать, я вам объяснила, как это есть с точки зрения магии. А теперь смотрим с точки зрения этнологии еще. Это не помешает. Это мне на WhatsApp пишут. Вот смотрите, пожалуйста, читаю. Так. Взаимозависимость человека и дуба присутствует и в поверьях, объясняющих восточнославянский запрет сажать дубы. Считается, что такой дуб, сравнявшись по высоте с человеком, его посадившим, отнимает у последнего жизненную силу и в конечном итоге приводит его к смерти. «Кто посеет дуб, той буде жить, толки да туль, покуль вырастешь дубок, зранаются им ростом». То есть сравняется с ним ростом, и человек уходит. Дуб отнимает у человека жизненную силу. Я это говорила, еще раз говорю, и могу снова вам сказать, это так. Дуб и орешник сажать строго нельзя. Вообще нельзя было сажать деревья, которые не дают плоды возле дома. Если вы заметили, такие деревья сажают, как правило, на погосте, на кладбище. Почему это делалось? Потому что дающие плоды дерева, оно должно притягивать, постоянно притягивать новые деревья, дающие плоды. Да? То есть, если бы сажали плодоносные деревья на погосте, это значило, что смерти должны были притягиваться постоянно. А поскольку они бесплодные, значит, они как напоминают, как память о человеке ушедшем всего лишь, и все, и на этом все закончилось. И было опасно сажать деревья, которые не плодоносные, то есть не, от них толку нету, да, бесплодные деревья. Сажать возле домов тоже нельзя было. Было ощущение, что там в скором времени все останавливается. То есть они останавливают ход времени, они останавливают процесс, они
умертвляют пространство. Вот, собственно. Хотя дуб и дает плоды, правда, мы их не едим, но ими лечится, да, дуб в любом случае. Но дуб отнимает силу жизненную человека. И многие старики перед смертью сажали дуб и умирали. Почему было поверить, что уходя, ты отдаешь свою душу дубу? Вот почему, собственно говоря. А сейчас я вам... так, это мои. Вот. Просто вот как бы поставим на главное фото дуб и почитаю. Надо делать следующее. Если вы посадили дуб, и он недалеко от вас находится, идите к этому дубу, стойте, почитайте, сделайте круг против часовой стрелки вокруг этого дуба, повернитесь, идите домой. Если вы посадили дуб в лесу, и вы не имеете возможности идти туда, просто откройте окно, прочитайте это заклинание, заклятие, снятие заклятия, как хотите, отчитка. Закройте окно и больше к этой теме не возвращайтесь, больше никогда в жизни не трогайте дубы, больше никогда в жизни не сажайте запретные вам уже трогать после этого, нельзя. Иначе вас действительно уже реально накажут и очень сильно. И те, которые там тяв-тяв-тяв-тяв на меня, я им тоже советую провести отчитку, если они хотят жить, и если не хотят уходить, то с того времени, как их дубы начнут подниматься. Читать 7 раз. Я прочитаю 1 раз. Мне кажется, достаточно. Вы сможете себе записать. Итак. Дух царя деревьев, могучий дуб отец, подари прошение свое неразумному. Сама себя околдовала, сама себя в сети загнала, сама себя испортила, отныне покорно прошу прощения. По праву раскаяния. Разрушаю силу заклятия, что сама на себя навела. Пусть силы вечные даруют мне прощение и освободят от проклятия дуба. Отныне даю зарок более не касаться силы дуба, не сажать дуб, не переступать через запрет. Сказано, сделано. Отмолено, снято с меня. Я очищена от проклятия дубового духа. Истинно. Может быть, еще раз начитаю на всякий случай. Дух царя деревьев, могучий дуб отец, подари прощение свое неразумному. Сама себя околдовала, сама себя в сети загнала, сама себя испортила. Отныне покорно прошу прощения по праву раскаяния. Разрушаю силу заклятия, что сама на себя навела. Пусть силы вечные, дарующие мне прощение, освободят от проклятия дуба. Отныне даю зарок более не касаться силы дуба, не сажать дуб, не переступать через запрет. Сказано, сделано. Отмолено, снято с меня, я очищенная от проклятия дубового духа. Истинно. Проведите. И как можно быстрее, если хотите жить и здравствовать. Всем удачи.